Сегодня у нас простой и очень вкусный завтрак, который готовится просто быстро и наверняка понравится всей семье. Он гораздо интереснее привычной яичницы. Как всегда, список продуктов вы найдете в описании под видео. Обязательно заглядывайте. Начинаю с того, что нарезаю лук вот такими не очень крупными полосочками, чтобы в готовом блюде он ощущался, но не перебивал вкус. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю туда лук, чтобы он начал обжариваться и отдавать свой аромат. Пока лук готовится, беру подготовленные шампиньоны. Сначала разрезаю их пополам, а потом режу пластинками. Получается быстро и красиво, да и обжариваются они равномерно. Лук уже почти готов, добавляю грибы, немного солю. Это поможет им пустить сок. Для аромата кладу чайную ложку молотого кориандра. Он отлично сочетается с грибами и придает блюду глубину. Добавляю небольшой кусочек сливочного масла. Оно придает мягкость и легкую сливочную нотку. Обжариваю все пару минут, но не пережариваю, чтобы сохранить нежность грибов. Потом отставляю сковороду в сторону. Спасибо, что ставите лайки после просмотра видео. И отдельное спасибо за теплые слова в комментариях. Мне очень приятно. Теперь очередь яиц. Для моей сковороды диаметром 24 см то, что нужно. В миску разбиваю яйца, соль, свежемолотый черный перец и немного молока. Это наш маленький секрет, чтобы омлетная масса была нежной и воздушной. Взбиваю венчиком до однородности. И вот тут появляется ваш главный герой – тостовый хлеб. Никто и не догадается, что он является частью такого вкусного завтрака. Часто на утро остаются кусочки, и отлично, что для этого рецепта они подходят идеально. Просто разламываю хлеб на кусочки и кладу их в молочно-яичную смесь. Тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался. Сковорода уже хорошо разогрета, масло на ней. Выливаю нашу смесь, накрываю крышкой и готовлю на медленном огне. Так хлеб начнет подрумяниваться снизу, и омлет будет нежным сверху. Как только снизу образуется золотистая корочка, аккуратно накрываю сковороду тарелкой и переворачиваю. Теперь выкладываю нашу грибную начинку сверху, посыпаю все тертым сыром и добавляю по бокам кусочки сливочного масла. Этот шаг не пропускайте, он придает блюду невероятный аромат и хрустящую золотистую корочку. Снова накрываю крышкой и даю сыру расплавиться, буквально пару минут. Подаю на стол, посыпаю свежей зеленью, укроп, петрушка или зеленый лук. Отлично подойдут. Кстати, если у вас остался кабачок или другие овощи, их тоже можно добавить к грибам. Это придаст еще больше свежести и витаминов. А если хочется разнообразить вкус, попробуйте добавить немного чеснока в лук при обжаривании. Это придаст блюду пикантность и аромат. Готовьте с удовольствием, экспериментируйте и наслаждайтесь процессом. Приятного вам аппетита и отличного настроения!